И подобные вопросы, как им ставить себя, как вести себя. So whatever I do in books or speeches, it's always about making a change, and so I'm really looking forward to making a change in the very young people and start there as well. И, конечно, самая главная цель, к которой я стремлюсь в своих книгах, чтобы они могли менять людей. Поэтому я действительно с этой точки зрения хотел бы, чтобы менялись молодые сердца. Спасибо. И очень, кстати, вопрос, пожалуйста, ваш вопрос. Да. Какой ваш духовный покровитель? Какой духовный покровитель? Такой был вопрос. Can I ask you to expand? А можете поподробнее пояснить, что вы имеете? What do you mean? Spiritual guru, Какой ваш spiritual. святой покровитель? Okay. So for me, it's Jesus. Для меня это Иисус. Yeah, no one but Him. Кроме Него для меня никого нет. Спасибо. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Как технический прогресс меняет вашу жизнь? Как изменилась ваша жизнь благодаря техническому прогрессу за последние 10-20 лет? Это СМИ, представьтесь, пожалуйста. Антон Стеклов, корреспондент программы «Фактор жизни». Спасибо. Yeah, I got it. So, put it right out to my mouth. Yeah. So, first of all, technology helps me out a lot just from day to day with the phone and email, and I'm able to do quite a lot with that, and I can type now 43 words a minute on a normal computer. И действительно, да, технология очень мне помогает. И телефон, и компьютер, и имейл. И даже я могу сейчас печатать на клавиатуре со скоростью 43 слова в минуту. This is technology. I mean, wheelchair helps me out a lot, and I'm thankful that I have one. И это действительно технология очень помогает, особенно вот это кресло, которым я пользуюсь, и многие другие вещи. And so, as technical progression happens in the world, we really can see some things get worse. I mean, there are people who do cyberbullying or tease each other on Twitter or whatever on the internet, and there's a lot of bad things on the internet, but as technology moves forward, there actually is a lot of good that can also happen if we come together, and I'll tell you that in a second. Есть действительно разное применение современных технологий, в том числе их используют для плохих вещей, то есть такие вещи, как интернет-буллинг, троллинг, то есть оскорбления через интернет и прочие какие-то нападки. Да, это имеет место, но есть и хорошие вещи, и я об этом поговорю с вами буквально через несколько мгновений. I see a lot of young people here, a lot of teenagers, and I actually believe that in your generation, we're going to see 400 million teenagers give $1 a day to end world hunger. And that's one example in how technology can unite us and really bring a positive change. И я вижу среди вас очень много молодых людей, подростков, и есть у меня такая цель набрать 400 миллионов людей, молодых людей, которые готовы будут пожертвовать по $1 каждый день для того, чтобы остановить мировой всемирный голод. And so there's a lot of good things coming. То есть очень много хороших изменений грядут. It starts with a dream, and it starts with you not giving up on you. И начинается это с мечты и с того, что вы не останавливаетесь, не сдаетесь в своем движении вперед. To know that you're beautiful just the way that you are. И помните, что вы прекрасны именно такими, какими вы есть. You don't need to be someone you're not. Just be the best you can be. И не старайтесь быть кем-то, кем вы не являетесь, но просто постарайтесь сделать максимум возможного в том виде, в котором вы находитесь. Love you. Я люблю вас. Спасибо, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо большое, что вы есть. Да, я хочу сказать, что я буду освещать ваш визит для сайта православия.ру, Хундова Ирина. И я хочу сказать, что я работала в обычной газете «Московская правда». Да, но мой брат инвалид, и он не верит, в отличие от вас. Что бы вы могли ему, таким как он, пожелать? Вопрос о том, что есть родственник, который такой же, как Ник, но он не верит. Что Ник мог бы ему пожелать? Он не верит в то, что может измениться его жизнь к лучшему. Бога не верит, это имелось в виду.
So in my life, I've realized that I can't make anyone believe something. Я понимаю, что в своей жизни я не могу заставить человека во что-то поверить. To have belief in something you do not see sometimes seems a little foolish, and sometimes we get caught on the questions we feel like we have no answers to. И очень трудно поверить в вещи, которые вы не видите, поэтому могут некоторые такие вопросы казаться глупыми, когда вы должны во что-то поверить, чего вы не понимаете, откуда причина. Faith is a gift from God, and He gives to anyone if they ask for it. Вера — это дар, и Бог дает этот дар тому, кто просит у Него об этом. But the greatest way to encourage someone to know that there is a God is to be the love of God for them. И важно, чтобы люди понимали, что любовь Божия проявляется именно в том, что мы показываем им, что мы любим их. A lot of people don't become a believer in God because of other people who do believe in God, and they see how they live and they get discouraged by that. А многие люди не верят в Бога, потому что они, наблюдая за другими верующими людьми, которые не проявляют эту любовь, они не хотят приходить к вере, если видят такие примеры перед собой. So when we say we're a follower of Christ, we need to show that love, and so that's the biggest thing. И поэтому, если мы говорим, что мы последователи Христовы, то мы должны действительно являть миру Его, и тогда это будет возможно. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, меня зовут Саргулов Тавранбек. У меня такой вопрос. Вы после везения там в Санкт-Петербург, да, можете с нами прогуляться там к Красному Кремлю? Слышно, да, был вопрос, да? Как насчет прогулки к Кремлю? So after this trip in Russia, I'm sure we're going to have probably 200 invitations to go to all cities across Russia. К сожалению, уже после вот этой части даже поездки у нас уже есть более 200 приглашений в различные города и места России, куда я должен был бы поехать. And so with the discussions that I've had with Maxim, we're thinking of maybe bringing me back next year and maybe doing 5 different cities and big stadiums where people can come in, and whoever needs to hear that message of hope can come and join us there. И поэтому мы сейчас с нашим организатором Максимом рассматриваем вопрос о том, чтобы на следующий год приехать и организовать такую поездку в 5 крупных городах, где будут собираться люди на больших стадионах, и все, кто желает, могли бы туда прийти и услышать вот эту весть о надежде. So we don't know exactly which cities we're going to next year, but thank you so much for the invitation and give my love to all of them there. И тем не менее, несмотря на то, что мы еще не знаем даже точно, какие это будут города, благодарю вас за вопрос и передаю вам свою любовь к тем людям, которых вы будете видеть. Спасибо. Следующий вопрос. Дорогой Ник, мы вас давно очень любим, и мы ведем общественный проект «Я выбираю доброжелательность». И на этом проекте мы рассказываем о вас, о вашей жизни. И называется эта программа «Проблема есть решение». И хочется у вас попросить короткое какое-то напутствие этому проекту «Я выбираю доброжелательность». Люди уходят с этих программ с надеждой, верой в себя и в жизнь. Спасибо вам за безграничное сердце. Спасибо. Я прошу вас, формулируйте кратко вопрос. У нас очень мало времени. А вопросов много. So now you want advice to the people who work for the project or the people who come to your project? Вы хотите, чтобы я дал совет для тех людей, которые ведут этот проект, или для тех людей, которые приходят на проект? Для тех, кто ведет. Okay. So same thing with the other question. Just continue to be working hard and planting love, but really not just giving up, but leading authentically. Just be real, be yourself. We don't have to pretend that we've got everything all together. So I think not faking and just being real and loving them genuinely, I think is the greatest thing. Я думаю, что для ведущих проекта самое главное — это действительно быть постоянными в том, что вы делаете, идти вперед,
и быть настоящими, быть истинными, не лукавить, не быть теми, кем вы не являетесь, и тогда у вас обязательно все получится. Thank you. В хорошей компании время летит очень быстро, поэтому у нас сейчас осталось чуть-чуть времени. Мы даем 3 блиц-вопроса и 3 коротких ответа. Пожалуйста. What was the best book you ever read? Read or wrote? Read. Read? Oh. The question was for everyone else, what was the best book in Russian? Вопрос для, чтобы все поняли, о чем мальчик спросил. То есть, какая была самая лучшая книга, которую вы когда-либо прочитали? Вопрос к Нику. Not mine. No. Нет, не моя. I mean, apart from the Bible, which everyone has a Bible. Я думаю, что это часть Библии. That is my favorite book. Это моя любимая книга. Apart from that, I don't know, I don't do many other fiction books or anything like that. То есть, кроме Библии, какие-то там фантастические книги, что-то еще я, наверное, не назвал бы. I am reading a book currently. В данный момент я читаю книгу. It's by A.W. Tozer. Написано автором по имени A.W. Tozer. And the title is Pursuit of God. И называется она «В поисках Бога». It's a good book for me. И это хорошая книга для меня. Thank you. Спасибо. Да, пожалуйста, вот откуда-нибудь с галерки. Давайте вопрос. Пожалуйста, ваш. Вот ваш с фотоаппаратом в бордовой кофте. Да, ваш. А меня слышно? Вас слышно? Скажите, пожалуйста, в какой момент в жизни вы поняли, что любите себя таким, какой вы есть? В какой момент в жизни Ник понял, что он любит себя таким, какой он есть? Такой был вопрос. My parents really helped me to accept me for how I was when I was a child. Мои родители помогли мне научиться принимать себя таким, как я был во время своего детства. And as bullies were teasing me and putting me down, I realized that people don't understand their limited thinking in judging people for how they look. И при этом меня в школе дразнили, издевались всячески, и я пытался понять, почему люди воспринимают тебя не за то, кем ты являешься, а как ты выглядишь. We judge each other for how we look. We sometimes beat ourselves up for how we look when it actually doesn't matter at all. И иногда мы действительно сами критично относимся к себе и обвиняем себя в том, что мы как-то не так выглядим, хотя дело совсем не в том, как мы можем выглядеть. And so as a young boy, I realized that if someone doesn't want to be my friend because of how I look, well then they're not a true friend. И я думал в детстве, что те люди, которые не могут дружить со мной, быть моими друзьями, несмотря на то, каким я являюсь, то это не настоящие друзья. You need to be a true friend to yourself and give yourself a chance, because you don't know what beautiful things can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance. И вам самим необходимо дать шанс самому себе, то есть собрать самого себя из кусочков и дать себе шанс и именно принять себя таким, каким вы есть. So instead of being angry for what I don't have, I started to be thankful for what I did have. То есть не ругать себя за то, чем я не могу быть или чего я не могу достичь, но благодарить за то, кем я являюсь и какой я сейчас. And I just did my best, and I didn't need to do something for approval, and I don't need to be someone that I'm not. I just need to be the best me that I can be. Я просто должен быть лучшим таким собой, каким я могу быть, и в этом заключается как раз этот секрет. Thank you. Заключительный вопрос, вот здесь, пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос такой. У нас в России говорят, что мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить ребенка. Скажите, какое дерево вы посадили бы в своем саду и почему? Спасибо. Про дерево слышали, да? Какое дерево вы посадили бы в своем саду и почему? Это такой вот литературный момент. Художественный, да. So what tree did I plant?
То есть посадил ли я дерево и какое это дерево? Нет, вопрос в том, что если бы вы посадили, какое? Just what kind of tree do I like? Да, то есть какое дерево я люблю?